Друзья, всем привет! Сага с Хвичей затянулась, продолжаем за ней следить. И сегодня в выпуске мне хотелось бы рассказать про первый день Хвичи Кварацхелии в Париже, что там было интересного, как его встретил Луис Энрике. Кстати, какого-то знакомства с командой я толком не увидел в социальных сетях Пари Сен-Жермен. И что писали вообще, как попрощался Наполи, кстати, с Хвичей, как встречали болельщики парижские Кварацхелию. И что писали они в комментариях в социальных сетях. Все самое интересное сейчас, максимально коротко. Поехали! Итак, я сегодня вот в такой неформальной обстановке, потому что стараюсь вам все основные новости рассказывать, докладывать о том, что происходит. Где-то добавляю свое мнение, где-то беру мнение из интернета. Здесь уж позвольте мне делать выбор самостоятельно. И сегодня мне хотелось бы начать, наверное, с прощания, как Наполи прощался с Хвичи Кварацхелией. Знаете, была какая-то нехватка прощания со стороны Наполи. Кто-то из вас писал, что вот неблагодарный, Де Лаурентис, как это так? Такой великий у тебя был игрок, а прощания толком и не организовали для него. Но потом, знаете, сначала вышло прощание самого Хвичи в его личном аккаунте, в социальных сетях. Там он сказал, так все было очень трогательно, с семьей, прошелся по полю, по стадиону. Вы это видео наверняка видели, но если нет, кстати, можете у меня на канале его тоже посмотреть. В общем-то, оно было практически везде. И после официального объявления, уже поздней ночью, не знаю, возможно, СММщики Неаполя спали, но они сориентировались чуть-чуть попозже. Но, тем не менее, у Наполи тоже вышло видео уже после официального объявления со стороны ПСЖ. И там, знаете, помимо того, что 20 фотографий в Инстаграме выложил официальный аккаунт Наполи с Хвичи, и были публикации, много комментариев под этими фотографиями, куча репостов. Еще было видео на Ютубе, такая коротенькая нарезка с моментами Хвичи, и здесь мне хотелось бы поподробнее остановиться на комментариях, что есть под этим видео. Я их взял, конечно, на языке оригинала, но перевел для вас, чтобы было понятно. Один из самых популярных комментариев, 202 лайка он набрал. Я не хотел, чтобы этот момент наступал. Мне грустно, у меня на глазах слезы. Спустя 33 года вы заставили нас вновь пережить эмоции Скудетто. Мне просто хочется сказать вам спасибо от всего сердца. Вы всегда будете в моем сердце, вы заслуживаете статуи. Спасибо, Кварацхелия. Вот такая любовь от фанатов из Неаполя. Давайте посмотрим, что у нас есть еще интересного. Я надеюсь, что в конце карьеры мы снова увидим в Неаполе футболку с номером 77. Это уже другой болельщик, 102 лайка здесь. И вот комментарий от грузинской болельщицы. Как грузинка, это была моя мечта увидеть грузинского футболиста в составе такого большого легендарного клуба, как Наполи. И я наблюдала за тем, как фанаты восхищались его игрой. Мне будет этого ужасно не хватать, этого парня в футболке Наполи. И сейчас мне больно видеть, как он покидает клуб. Но Квара просто влюбил меня в Наполи, и я буду смотреть матчи этого клуба и болеть за него все так же каждую неделю, даже уже без Кварацхелии. Надеюсь, что в этом сезоне Скудетто снова будет за нами. Вперед, Наполи. Здесь очень много реакций со стороны итальянцев, которые тоже очень тронуты вот таким комментарием. Еще один комментарий от итальянских болельщиков. Я буду скучать по тебе, Квара. Спасибо за все и спасибо за чемпионат, который ты помог нам выиграть. В общем, все позитивно, все прекрасно. О какой-то там неблагодарности, я думаю, не стоит говорить. Были небольшие реплики со стороны игроков Наполи. Я думаю, что, знаете, голова перевернута, все чисто, какой-то такой огромной обиды нету. И я думаю, что даже если Кварацхелия в составе ПСЖ приедет играть в Неаполь, все там будет в порядке. Теперь мы переворачиваем страницу и отправляемся в Париж. Вначале несколько фактов. Хвича стал 7-м грузином в Лиге 1. Это уже 4-й переход из Неаполя в Париж. И, кстати, Хвича стал самым дорогим трансфером в истории вот этих вот переходов. 75 миллионов евро, я напомню, за него заплатил парижский клуб.
Еще один интересный факт, что Грузия стала 50-й страной, которую представляют игроки футбольного клуба ПСЖ. Там были такие интересные страны, как Армения, Босния, Коста-Рика, Хорватия, Израиль и даже Гаити. А вот из Грузии пока никто за ПСЖ не играл. И вот так случилось, что 50-я страна станет именно Грузия. Но это такие, знаете, базовые факты, так сказать. Ну, вчера вообще, как происходило это объявление, сначала в течение дня появлялись фотографии с медосмотра, потом уже ночью, наверное, поздно, когда в Грузии была полночь, может даже и позже, вышло официальное объявление о том, что Кварацхелия стал игроком ПСЖ. Очень много фотографий, там он и в костюме. И, знаете, я обратил внимание, что ПСЖ прям пытался сразу вот активировать, как-то окупить этот трансфер, потому что было много товаров. Футболки Кварацхелии можно было купить прямо сразу, не выходя из социальных сетей, какие-то свитера. Потом была там интеграция с Air Jordan. В общем, отработали инфоповод как следует. Ну и на следующий день еще был тоже огромный видос, такой длинный, на 7 минут, где Хвича был в официальном костюме от Dior, и там была целая фотосессия, была и первая тренировка, знакомство с Луисом Энрике. В общем, все было очень быстро. Ну, мне еще запомнились фотографии с женой и с окружением футболиста, много там людей было в момент подписания контракта. Наверное, как вы писали тоже в комментариях, это такое большое событие не только для Хвичи, но и для всего грузинского футбола, и вообще для страны, как в комментах мы еще к этому вернемся. Кто-то написал, что теперь у ПСЖ еще 4 миллиона новых болельщиков, которые, соответственно, находятся в Грузии. Ну, давайте почитаем комментарии, что пишут фанаты уже парижской команды и о чем здесь, собственно, идет речь. Как болельщик Наполи, я хочу сказать спасибо за все, что ты для нас сделал. И желаю тебе всего наилучшего в ПСЖ. Продолжай вызывать улыбки на лицах парижских болельщиков. 408 лайков, кстати, под этим комментарием, очень много реакций. Есть еще один интересный комментарий. Квара, добро пожаловать в самый большой клуб Франции. Надеемся, что вы проведете лучшие годы в столице, и надеемся, что в каждом матче вы отдадите все силы, которые у вас будут. 376 реакций здесь, тоже солидно, признаемся. Еще один интересный комментарий. Никто не может себе представить ту радость, которая в эту минуту охватывает мое сердце. Я очень рада видеть Кварацхелию в Париже. Спасибо, что вы приехали сюда. В ПСЖ мы совершим великие и прекрасные дела. Добро пожаловать, Квара. Это Париж. Кстати, в одном из видео Кварацхелия показал, что он уже немножечко подучил французский язык, что, наверное, я думаю, для адаптации никогда лишним не будет. Но я, кстати, напомню, что во Франции уже есть два грузинских футболиста, Жорж Микаутадзе и Зурико Давиташвили. Тоже вы писали о том, что жены Зурико и Хвичи дружат, и, возможно, как-то психологически будет комфортно и самим футболистам находиться в одной стране. Ну, наверное, пожалуй, это самое главное. Я еще отмечу, что вот этот первый день Хвичи Кварацхелии на данный момент уже посмотрели 162 тысячи человек на YouTube. 8 часов назад это видео выложили. Возможно, когда вы будете смотреть, уже пройдет больше времени. Ну и в заключение, наверное, хотелось бы еще мне процитировать то, что сказал Хвича Кварацхелия в интервью. Там большое интервью. Ну, если честно, каких-то таких ярких, оригинальных фраз я в своем интервью не нашел. Разве что вот единственное, было мне интересно услышать, зачем приехал Хвича в чемпионат Франции. И вот что он ответил. Проект убедил меня приехать сюда. Я знаю, чего хочет добиться клуб и как он работает с игроками. Это соответствует тому, кто я есть. Здесь играло много великих игроков, поэтому я не думал много, когда у меня появилась возможность приехать в Париж. Там он еще восхищается базой, говорит о том, что ждет встречи с болельщиками. Ну, в общем, знаете, такие традиционные высказывания новых футболистов, но видно, что настроение у Хвичи прекрасное, он весь сияет, улыбается. Но, конечно же, еще было знакомство с Луисом Энрике, там буквально пара реплик они обменялись, и вроде бы все тоже на позитиве. Но хочется верить, что спустя какое-то время вот так же позитивно сезон текущий мы и закончим. Как выяснилось, да, что Хвича не сможет сыграть в оставшихся матчах основного раунда Лиги Чемпионов. Сейчас, кстати, непростые игры, Ман-Сити и Штутгарт, но дай бог, что ПСЖ все-таки пробьется в следующий раунд, в раунд плей-офф.
ну, будет непросто, потому что ПСЖ сейчас 25 место занимает и не попадает в этот раунд. И, знаете, даже условные 3 очка, которые они в Штутгарте могут набрать, что кажется как бы более логичным, и этих 3 очков может не хватить. А еще вот игра с Ман-Сити, где будет очень непросто. В общем, будем следить. И мне хочется пожелать, прежде всего, Хвичу удачи. Вот он первую тренировку провел. Но, знаете, такое ощущение, что эта тренировка была такая индивидуальная. Ну, оно и понятно. Там было повреждение у Хвичи, и, наверное, какое-то время он вообще не тренировался. Поэтому ждем уже полноценной тренировки Хвичи, ждем первого матча в составе Парижа и, конечно же, первых результативных действий. Я надеюсь, что вам понравилось. Я повторюсь, у меня сейчас цель набрать 10 тысяч подписчиков на канале. Если вам нравится контент, который я делаю, подписывайтесь обязательно, ставьте лайки, оставляйте комментарии и продолжим это приключение по просторам грузинского футбола. Продолжим следить за грузинскими футболистами, легионерами. Впереди еще много интересного. 2025 только начался. ყველაზე ხმამაღლა ეს ბელინგის თელი სეზონის ტრადიცია იყო და საქართველოს ხუთჯვიანი დროში ხვიჩა კვარაცხელია. კაცი რომელსაც სერიაში საზრით გვირგვინი თუ დიეგო მარადონამ დაადგა. კაცი რომელიც თუნდაც პაოლო სორენტინოს საყვარელ ადგილას ყველაზე ხშირად შეხვდებით. ვის ნახატებს ის პატარა სიმბოლოებს, სათამაშოებს და აქსესუარებს. დაგვრჩა 1